грусти, родная, я так тебя люблю. Расстояние боли, снова хочу твои нежные губы, родные глаза. Не грусти, моя зая, я с тобой навсегда. Не грусти, бэйби, я так тебя люблю. Всем общего, ребят, сегодня такой видосик, прям будни тазовода, можно даже сказать. Сегодня будет прям много всего разного. Я не знаю, что именно войдет в видео, потому что снимал все по чуть-чуть, где-то, может, не доснял, это не вставлю. Вот, знаю точно то, что будет покраска дисков, и тонировочку вставлю, нас раскатывали, клеили. Планировал сделать и выложить видос по выхлопу. Хочу сделать очень хороший выхлоп, но, к сожалению, по определенным обстоятельствам пришлось денежку потратить, отложить, так сказать. Вот, поэтому пока что выхлоп немножко отменяется, так как паук, сам коллектор выпускной, к нам уже летит. Но еще нужно покупать трубы, потому что нужно будет делать раздвоенный выхлоп. Буду делать абсолютно все сам, и отводы делать, то есть вот такие 90 градусов такие трубы, их покупать, но они дорогие. Я буду все делать из нержавейки, но вот все от мелочей буду делать сам и буду это все показывать. Вот, надеюсь, мои планы никак не сорвутся, и в будущем этот видосик вы увидите. А пока что вот такой мини-видосик посмотрите. Так, там чуть по чуть там делали, что где, покажу все. Все тогда, ребят, приятного там просмотра, лайк, подписку. Там Инстаграм тоже есть, было тоже по кайфу, если подписывались. Большое спасибо вам за активность. Все, прям очень удивлен то, что идут такие просмотры. Для меня это прям бальзам на душу. В общем-то, приступаем. Тоскуя по дому, по-родному, где все свои, где все по-простому. Обниму я маму. Ну что, я думаю, сегодня мы с вами попробуем закатать все дверные карты. Ё-моё, снега упало. Они ранее бывшим владельцам катались, вот тут видно, вот, что-то типа вибры, шумки. Но я думаю снять сначала задние, потому что они больше всего скрипят. Вот, и прям по контуру также антискрипом пройти. Там, где нужно будет, шумку докину на сам этот. Оно вот вроде как не скрипит, но в моментах так подстукивает. Но это передние более-менее еще. А вот задние... вот. Скрипы, стуки. Вот это все будем убирать. И также вот эти вот штучки тоже все проклеим, покатаем. Ручки тоже. Все попытаемся сделать сегодня прям грамотно. Что-то начнем с вот этой карты. Сейчас все скину. Вот покажу, что там еще внутри клеилось бывшим владельцам. И еще момент. Вот пластик задний. Скрипит очень сильно, вот. Хоть его и не слышно никогда, но я лично не замечал. Вот. Но все равно я его сниму весь и закатаю тоже. Вот она, вот тот родная якобы шумка. Вот, мы ее, видимо, просто очень давно клеили. Вот. И, соответственно, от нее эффекта уже такового вообще нет. Вот, сейчас поэтому мы ее все убираем. И будем клеить карпет. Всю эту ранее приклеенную шумку я отодрал. Вот здесь моменты только остались. Но сейчас туда беру обезжириватель и буду все это отдирать, как-то убирать. Ну, как бы обезжирил, но от этого ничего вообще не изменилось. Имею в виду внешне. Вот. Ну, главное, что вся эта часть чистая. Вот. И чтобы карпет наш отлично приклеился. Все места, которые соприкасаются с дверью, это вот эта вот часть вся по контуру вокруг. Но вот это не особо, но я тоже ее проклею на всякий случай. И вот эта часть. Все остальное уже не касается. Можно еще вот это вот попробовать. Но в принципе там ручка очень сильно прижимает ее. Но я тоже на всякий случай вот это вот две дырочки тоже проклею карпетом. Сейчас сюда принесу остатки карпета и уже начнем клеить. Останки былых впечатлений пытались держать мою жизнь на плаву от страшного ветра и землетрясений. Уже не бежали, горел Голливуд. Люди окаменели, колени до дыр стирая, в молитвах искали подвох, плевали на Бога, не запоминая тепло, что дарил. Первая дверная карта готова. Вот так вот по контуру, аккуратненько. Все мы это проклеили. И еще вот эту часть
и 2 кругляшка. Все. Сейчас беру туда вторую дверную карту, также обклеиваю, и потом еще думаю заняться пластиком. Но еще думаю клеить на самих пластинках или же на дверной карте, там где прислоняется именно. Вторая дверная карта тоже вся готова. Абсолютно идентично той проклеил. Вот, сейчас туда передние дверные карты снимать не буду, так как они уже проклеены. Сейчас беру вот эти вот все пластики со всех дверей и вот эти ручки. И буду вот здесь вот по контуру их все проклеивать. Эти вот тут вот. Все вот эти вот части тоже теперь проклеены. Сейчас туда все устанавливаем и смотрим итог. Так, ну по задним дверям все готово. Вот так вот карпетик торчит. Мне это вообще никак не мешает. Я считаю, что никак это вид внешне не портит. Все равно все карты будут перекрашиваться. Скорее всего, менять. Это все в будущем уже решится. А так, в принципе, никаких скрипов, стуков, вообще ноль. То же самое и с этой стороной. Стуков, короче, никаких нет. Так, по задним дверям все. Так, небольшая вставочка насчет пластика. Не успел доснять, не успел доделать заднюю часть багажника, то, что я вам показывал, именно на крышке багажника пластик. И передние двери я не стал их делать, потому что вот они абсолютно ничего здесь не скрипит, не стучит. Вот стуки малейшие есть, но при движении их вообще никак не слышно. Вот, соответственно, не стал я дальше проклеивать, а к багажнику мы уже вернемся, там небольшую вставку вкину уже в каком-нибудь будущем видео. Сегодня, пацаны, ребята, будем восстанавливать литье в идеал. Для начала наждачечку вот 80-ю, все хорошенько сейчас перетрем. Литье без рыжиков, без ничего лишнего, но все равно решили прям в идеал все восстановить, поэтому сейчас по максимуму краску все уберем. Вот, кинем грунта, краски, но там в процессе все покажем вам. Вот так вот бомбово мы первое колесико зачистили 80-кой. Все остальные также делать не будем, вот, по причине того, что это уходит очень много времени на это. А так прям все уголки максимально прошлись. Сейчас будем тогда градацию здесь собьем, щегрень, и тогда уже будем переходить на другие колеса. Рассветы туманны, мама, залечи мои открытые раны. Здесь наполнит холодом ранимая весна. Родные объятия, манна, в них весь я. Вот таким вот образом обклеили все пакетами. Сейчас вот обезжириваем и будем кидать первый слой такой лотовой грунта. Два прям хороших таких слоя нанесли. Просветы моментом имеются, но это никак не влияет, так как на них грунт тоже есть. Сейчас покажу остальные два колеса и уже тогда будем переходить к покраске. Вот она еще одна и последняя. Не говори, вдыхает твой запах, нежный разговоры о любви, оставь лучше, кому ты веришь. Я скрываюсь снова в ночи, ты ищешь тупые вещи, утром рано забери, что оставил на полке между сонным был, и я забыл поцелуй, но ты поверь, ничего не говори, отключаюсь, труба насевшим. Рассказы про любовь, это вечер, ты без одежды, я приеду к тебе, но бедный вечер снова поддержит, ничего не говори, вдыхает твой запах, нежный разговоры о любви, оставь лучше, кому ты веришь. А улицы гудели, она же с тобой любит. Так, по красочке вставлю вставочку, потому что там концовочку особо не снимал, да, времени не было, делали все очень быстро, там на скорую руку, феном, не феном, все по-быстрому. Из материалов у нас ушло, наверное, листа 2 240 наждачки. Вот, по материалам еще одного баллончика грунта вполне хватает, даже с запасом, в 2 слоя. Краски одного баллона, скорее всего, не будет хватать, если вот у вас такие же диски граненные, то есть много сторон разных. Вот в этом случае, возможно, вам не хватит так же, как и нам. Моментами там есть грани, которые вот мы не докрасили, их не особо видно, но как факт они есть.
Вот. Если диск такой плоский, как штамп, не знаю, вот, то вам вполне одного баллона хватит, в 2 хороших слоя продуть все хватит. Лака тоже хватает одного баллончика спокойно. Вот. Просушивали мы все феном, так как на улице погода была около нуля, что-то такое примерно. Приблизительно там на каждый диск после каждого слоя там на минуток 5, может чуток побольше, там мы так просушили, потрогали, вроде все ровненько, хорошо. Мы знаем то, что нужно долго сушить все это, нужно там по 6, там, где там по 12 часов, но мы красили диски, это как бы не кузов автомобиля. Соответственно, мы все вот так вот по-быстрому феном все сделали, собственно. Еще у меня появилась вот такая вот проблемка. У меня показывает расход аж почти 600 на сотню. Какие-то 2К. Вообще не понимаю, не помню же, что там, что к чему значит. Вот такие вот ошибочки мне показывает бортовой. Этот у меня был, я еще так и не определился, что это. У меня машина чуть-чуть потраивала изначально, как только купил, и вот такую ошибку показывала. И вот вторая ошибка, слишком богатая. Смесь слишком богатая. Я еще точно не знаю, в чем проблема, потому что с машиной вообще ничего не случилось. То есть она спокойно ездила, она стояла, ничего, никаких гонок, ничего не крутил там. И также по техничке машина, после того, как бортовик выдал эту ошибку, с машиной ничего не произошло. То есть также она немножко потраила, но незначительно, типа, я бы даже не сказал, что она троит. Вот. И по расходу бензина вообще ничего не изменилось, хотя... Вот здесь вот у нас показывает она 600 литров на сотню. Ну, короче, нужно будет ехать, нормально узнавать, из-за чего такая проблема. Потому что так ездить все-таки нельзя. Не просто так же она выскочила. Но это АвтоВАЗ, в принципе, так могло. Но, надеюсь, обойдется все легеньким ремонтом. Вот такая у нас проблема со стеклами. Так ездить, я считаю, вот вообще нельзя. Поэтому мы заехали уже, тонировочка имеется. Никакие МТФ-ки ваши там, американки, там, японки. Мы русские пацаны с района. Нам вон китайку взял, пятак на бока и бомбинтон. Сейчас вот это вот все уберем и хорошенько заклеим. Ну, стекла мы все вымыли. Делаем вот так. Отходим подальше и вот так вот. Чик. И дверки уже наши, окошечки закатаны. Почему-то кажется... Вот он я, кстати. Кажется, что она какая-то фиолетовая, но на самом деле брал синим оттенком. Ну, в принципе, все так адекватно, хорошечно проклеил. Вот, если там кому интересно, то могу видосик тоже снять, как катаю. Может, кто тоже будет пробовать. Так, видок в целом прям похорошел. Ну, вот такой вот видос у нас получился, ребят. Понимаю то, что так мало всего, где-то мало что-то рассказал, показал, плохо. Но все же не хотелось, чтобы канал пустел. Еще после того, как выложил прошлый видос, знал то, что еще на протяжении около 2, возможно, даже 3 недель ничего такого серьезного не будет. Выхлоп вот откладывается вот буквально там неделю-2. Но с выхода этого видео, скорее всего, 1 или 2 недели пока что вот выхлоп будет лежать, ничего с ним делать не будет. Как все прояснится там по семейному, все дела, тогда уже куплю все железо, трубы и буду понемногу там мастерить там, потому что машина каждый день нужна, колледж ездю каждое утро и, соответственно, разбирать всю выхлопную и делать все на месте не получится. Поэтому буду вот так вот чисто там на грязючке что-то понемногу делать. Не буду ничего снимать. Сначала сделаю раздвоенную полностью всю трассу. Сейчас ставлю фоточку, как это будет выглядеть. Вот. Сначала вот эту вот часть попробую сделать, а после этого уже мне нужно будет переваривать, так как я купил короткий паук, а у меня, оказывается, здесь стоит длинный. Я даже не знал об этом, не додумался посмотреть, думал, все с завода ставят короткий. Ну ладно, уже не суть. Буду немного удлинять сам паук. Ну, точнее, не паук, а приход резонатора к ней буду удлинять. Вот, а все остальное, в принципе, останется то же самое. Я оставлю родной резонатор. Вот, ну, в общем-то, в будущем все как покажем. Это так, чисто будет разминочный видосик, так, чтобы у канала просто не было простое. Вот, всем спасибо, там, кто смотрел, кому было хоть там чуть по чуть интересно, там, лайк, подписку, было бы очень приятно. Вот, там, инстаграмчик тоже там внизу есть, там, подписку было бы вообще очень хорошо. Всем до скорого, тогда, надеюсь, очень скоро вернусь.